Всем здравствуйте, меня зовут Алексей Зубарев. В этом видео я поделюсь своим рецептом приготовления ферментированного иван-чая в домашних условиях. Научу всем этапам от сбора листьев до хранения готового чая. Это несложно и увлекательно. Для этого нам понадобится сумка, перчатки и хороший чай. Собирай иван-чай с середины мая до конца августа. Не собирай в городской черте, вдоль железных дорог и автодорог, рядом с посевами. Ищи непыльные, экологичные места. Опушку леса, просеку, лесную поляну. Не собирай во время и после дождя. Собирай с утра, после росы, в период сухой погоды. Самый вкусный, насыщенный ароматом чай из молодого листа, снятого до цветения. В начальный период цветения лист также хорош. В конце цветения качество листа ухудшается, а когда пошел в пух, лист не бери. Предлагаю два способа сбора. Снимай лист с верхней трети растения. Держи растение за верхнюю часть, где находятся цветы. Второй рукой снимай листья движением вниз. И второй способ. Обламывай верхнюю часть растения, заготавливай приличные охапки, а потом снимай лист. Я обычно выбираю вблизи землянички, чтобы было не скучно собирать. И ягодки покушать можно, и перебрать лист. Самое оно. Тщательно собирай, убирай посторонние примеси на каждом этапе производства. С листом в мешок для сбора может попасть сорная трава, непригодный желтый лист, поврежденный, зараженный, поеденный насекомыми, личинки насекомых, сами насекомые. Запомни соотношение. 5 кг свежего листа дадут примерно 1 кг готового чая. Ферментация – это окисление чайного листа. Сок вступает в реакцию с кислородом, и под действием микроорганизмов начинается брожение. Иван-чай обретает ярко выраженный цвет настоя, приятный вкус и запах. Используй стрейч-пленку и пакет для пищевых продуктов. Перетряхни лист. Укладывай в пищевой пакет. Уплотняй, подбивая. Сбивай, придавая форму шара. Выпускай излишки воздуха. Вращай пакет вокруг оси до образования узла. Косичку подмотай. Наматывай пленку, как клубок ниток, создавая напряжение. Измени направление, с тем же усилием уплотняя в шар. Зафиксируй намотку. Убери в тень. Температура и время ферментации выбраны исходя из результатов практических исследований. При температуре 22-26 градусов ферментация проходит медленно. При температуре свыше лист обретает грубый аромат. Важно! Спустя 36 часов продукт готов. До 48 часов свойства сохраняются. Свыше 48 продукт сбраживается. Скручивание листа – процесс трудоемкий, но увлекательный. Лист поменял цвет на темный, стал мягким, эластичным. Во время скручивания разрушается клеточная структура листа. Таким образом, в процессе ферментации участвует сок. Выложи часть листа на коврик для скручивания. Перетряхивай, разъединяй слипшиеся листья и начинай сминать.
так, как месят тесто. Время от времени разбирай скатавшиеся клубочки. Скручивай равномерно. Скручивай лист плотно до появления обильного сока. Скрученный лист укладывай в пакет. Сбивай, придавай форму шара. Также выпуская излишки воздуха. Вращай вокруг оси до образования узла. Косичку подмотай. Используя пленку, смотай в плотный шар. Убери в тень. Нарезка листа. Равномерно разложи чайный лист. Нарезай длиной 1,5-2 см. Используй нож из нержавеющей стали или керамический. Сушка. Сделай короб для сушки. Используй картон. Рассыпай равномерным слоем. Суши так, чтобы на хранении не заплесневел. Время от времени лист обязательно вороши, чтобы чай просушился равномерно. Выстави под прямые солнечные лучи. Главный критерий готовности – внешний вид. При смятии лист должен крошиться. Не забывай убирать примеси. Чай готов. Можно пить. Считается, что со временем он набирает полезные свойства. Вкус становится более насыщенный, ведь ферментация продолжается даже в сухом листе, меняя вкусовые качества. Чай должен дышать. Храни в сухом темном месте, подальше от сторонних запахов. Делись видео с друзьями, задавай вопросы в комментариях.
Приятного чаепития.